Привет, друзья! Сегодня мы затронем такую тему, как допы на ВАЗ. Вы ведь сталкивались с этим? Приходишь покупать отечественную машину, а она по факту на 30, а то и на 50% дороже. И ВАЗ решил бороться с этим, но как и в любой борьбе, надо найти виноватого. И пока производитель остановился на Северстали, мол, из-за нее продукция и стала дороже. Но давайте посмотрим и разберемся, кто виноват. А пока, если вы против допов и наценок на машины, ставьте свой справедливый лайк и пишите в комментариях, сталкивались ли вы с этим и что делали. А мы приступаем. Как известно, цены на вазовские машины могут повышаться от 20 до 40 и даже 50%. Все мы понимаем, что корень проблемы лежит в дилерских центрах, где очень любящие деньги сотрудники навешивают на машину столько всего, что порой она стоит чуть ли не в 2 раза дороже. И купить без допов машину просто не можешь. Законодательно дилеры могут ставить любые цены на продукцию, вне зависимости от того, какую рекомендуемую цену поставил производитель или поставщик. Но это еще полбеды. Вы заметили, что также стали подниматься рекомендуемые цены. Причем сам АвтоВАЗ говорит, что они совсем не в курсе и решили обвинить в этом металлургический завод. А вот завод не стал молчать и решил показать настоящую долю металлопроката в автомобиле. АвтоВАЗ утверждает, что металлурги повысили цены на продукцию, от этого выросла и конечная цена автомобилей. А вот завод это жестко прокомментировал, сказав, что сталь, конечно, дорожает, но совсем не такими темпами, как машины АвтоВАЗа. И доля всего металлопроката от Северстали в стоимости, конечно, продукции не больше 5%. И что обвинения концерна совершенно не обоснованы, а причина кроется совсем в другом. Промышленный металлургический гигант указал, что настоящая причина подорожания машин отечественного производства – нехватки чипов, и мы точно уверены, что эта причина правильная, так как из-за этой проблемы стали даже заграничные и азиатские производители транспорта. Но и эта причина тоже звучит странно. АвтоВАЗ заявлял, что они используют микрочипы от производителей, у которых нет нехватки в продукции, но завод все равно останавливается и выпуск машин редеет. Кстати, цены выросли на другие материалы, из которых производят машины, но оказались виноватыми почему-то металлурги. Они считают, что АвтоВАЗ лукавит просто для укрепления своих позиций, так как скоро ожидают переговоры о закупочных ценах на металл. Также завод комментирует, что сейчас весь черный и цветной металл на экспорт в Европу и за пределы евразийского пространства облагается налогом в 15%, и данную пошлину планируется отменить. А это, по заверению производителя автомобиля, якобы приведет к повышению цен на машины. Хотя завод откровенно не понимает, как это может быть связано, если доля их металла в ценовом образовании крайне мала. И давайте возьмем во внимание, что любой производитель с любым заводом подписывает долгосрочный контракт, в котором есть фиксированная цена, менять которую нельзя. Следовательно, цена на ВАЗы, которая растет 7 раз за год, явно никак не зависит от металлургического производства. И ведь мы понимаем, что АвтоВАЗ свою репутацию подпортил сам. Не будем забывать, что в одном из выпусков мы уже говорили о том, что концерн хотел запретить продавать свои машины без допов. И пока ФАС не произвела проверку, производитель гнул свою линию. Правда, после проверки заверил, что останутся и заводские комплектации, так и дополненные. Кстати, если вы потрудитесь поделиться этим видео, то об этом узнают многие, и может быть это вразумит АвтоВАЗ. Кстати, именно из-за дилеров производители стали терять клиентов, кто-то на 15%, а кто-то на все 30 и 40%. И все это из-за дилеров. Но Шкода начала борьбу с такими наценками и запретила своим партнерам превышать рекомендованную цену. А вот АвтоВАЗ, видимо, просто на это забил, хотя сам потерял в продажах около 17% за год. Как вы думаете, кто остался молодец и только нарастил продажи? Конечно же, Китай. Например, бренд Haval увеличил свои продажи на 212% и никого не обвинял, ни чипы, ни металлургов. Просто эти ребята хорошо знают свое дело и держат ориентир на своих потребителей. Кстати, бренд Chery также не отстает и смог увеличить оборот продукции на 171%. Да и корейцы также не отстают в росте. Марка Genesis из-за своей тачки JV70 выросла на более чем 100% в своих продажах.
колоссально, не так ли? Так что в своих проблемах АвтоВАЗ виноват сам, так как не следит за своими дилерами и, что хуже всего, иногда их и поддерживает. Ну а мы прощаемся с вами до следующего видео, которое будет уже завтра. Ставьте свой антидоповый лайк, подписывайтесь и бейте в антимонопольный колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Всем пока!